Всем привет, Самиторичан! Сегодня день, который я думала никогда не наступит. Я иду менять мои украинские права на японские права. Я никогда не хотела водить машину, я не любитель вождения. И живя в Японии и в Токио, особо в этом и не было необходимости. Здесь очень развитая транспортная система, очень удобные поезда и электрички, и метро. Поэтому я прожила 12 лет здесь без прав. Но переехав в Фукуоку, в небольшой город, ну как небольшой, у нас 1,5 миллиона жителей, конечно же, но здесь не настолько удобно жить без машины, как в Токио. Поэтому я решила взять себя в руки, собраться и поменять мои права на японские права, чтобы я могла наконец-то быть более свободной здесь, скажем так. И для иностранцев обычно есть 2 экзамена для смены прав иностранных на японские. Это письменный экзамен, а также на вождение экзамен. Для начала я буду ехать на метро. Вот так выглядит у нас метро в Фукуоке. Довольно новое, чистое. И, как видите, людей не очень много, хотя это поезд, который едет в центр города. Возможно, потому что сейчас не пик, конечно, а уже почти 11 дня. Мало кто на работу в это время едет. Я приехала на самую крупную станцию у нас в городе Фукуока. Она называется Хаката. И отсюда можно ехать куда угодно, даже в Токио, на скоростном поезде Шинкансен. Вы только посмотрите на этот симпатичный ретро-поезд. На этом поезде я буду ехать 45 минут. Это, конечно, не скоростной поезд Шинкансен, но мне нравится дизайн. Он такой вроде как ретро и при этом новенький одновременно. Ну что ж, я приехала в место, где у нас находится центр для смены прав. И он находится, как видите, в деревне. Я сюда добиралась 1,5 часа на поезде. На машине это бы заняло минут 30. Вот так выглядит здание, где сдается тест для смены прав. Внутри я, конечно же, не могу снимать, поэтому пожелайте мне удачи, ребята. Надеюсь, что я смогу сегодня сдать письменный тест. Вы, наверное, догадываетесь по моему лицу, что я не получила сегодня права, к сожалению. Но это полностью моя вина. Я немного протупила. Я думала, что сегодня будет только письменный тест на 10 вопросов, которые не очень трудно пройти, как я слышала. Поэтому я готовилась только к письменному тесту, прочитала много разных правил японских, как все нужно, как именно в Японии водить, готовилась к этому тесту основательно и думала, что, если я сегодня сдам письменный тест, то практика именно вождения теста будет в отдельный день, что нужно будет бронировать отдельный день. И тогда я могу уже больше сконцентрироваться на практике вождения и взять курсы отдельно еще немножко попрактиковаться, поводить, потому что я не водила более 10 лет. И, в принципе, я особо никогда и не водила, хоть у меня есть права. Поэтому я готовилась только к письменному тесту. И письменный тест я прошла. Но оказывается, что именно у нас в Фукуоке здесь в тот же день, для тех, кто прошел письменный тест, для них же и практика тоже в тот же день, без регистрации. Что очень классно, можно в один день получить права сразу, если вы все прошли. Но для людей, кто, как я, немного тупанул и не готовился к практике, в общем, я письменный тест прошла, но практику я проехалась. Это был ужас. Я забыла, как машину, в принципе, заводить. Потом я заехала на бордюр, когда поворачивала налево. В общем, это был кошмар. Но, к счастью, хотя бы письменный тест я сегодня прошла. Он был довольно легкий, как я и ожидала. Там были вопросы вроде, можно ли водить машину, если выпили бутылку пива и так далее. Подробнее расскажу в конце этого видео. Теперь буду ждать следующий тест через, наверное, 3 недели. Итак, 3 недели спустя я снова здесь. Приехала сдавать тест на вождение. В этот раз я основательно подготовилась. Я прошла 4 часа курс по вождению машины, чтобы подготовиться именно к смене прав на японские права. 2 часа в день, 2 дня подряд. Этого, конечно, маловато, и я не уверена, что я смогу со 2-го раза сегодня сдать, но это лучше, чем 0. И также меня напугали в прошлый раз девушки, кто со мной вместе сдавал. Я пообщалась с девушкой из Китая, которая
5 раз сдавала и только на 5-й раз смогла пройти тест практически. И с девушкой из Филиппин, которая 7 раз завалила. Уже 5:30 вечера, и я только сейчас закончила сдавать мой экзамен по вождению. Это у меня заняло целый день. Я приехала туда в час дня, и вот только сейчас освободилась. Поэтому, если будете в Японии менять права, знайте, что это очень длительный процесс, и это займет у вас целый день, и не один раз, скорее всего. Насчет самого вождения, хоть я и подготавливалась, я очень нервничала, когда села именно за руль сдавать тест. Я забыла, как заводить машину. В Японии, когда вы сдаете тест на вождение, здесь есть 2 такие очень трудные улочки, которые нужно проехать. Одна — это S, очень узкая улица в форме буквы S. И вторая — это Кранк, называется, такая как изогнутая улица. Улица в форме S я нормально проехала, но вот Кранк, которая я немного не рассчитала поворот и чуть ли не врезалась в эти палки, которые висят, как обозначают, что ты слишком далеко заехал и за бордюр будешь выезжать, поэтому до этих палок нельзя дотрагиваться. И я, к счастью, успела это заметить, успела остановить машину и немножко дать назад, чтобы можно было еще раз проехаться и не задеть уже эти желтые палки, которые висят. И в итоге, когда я уже выходила из машины, и мне преподаватель объяснял, в чем были мои ошибки, я такая: да. В смысле? Он такой: гулкаку. Я такая: типа, вы прошли? Я такая: вы серьезно? Я не смогла завести машину. Я потом еще не смогла с первого раза проехать все, что нужно, но при этом я все равно смогла со 2-го раза пройти тест по вождению. Я не знаю почему. Это, мне кажется, очень сильно зависит от самого инструктора. Если бы инструктор был более, наверное, придирчивый, то, скорее всего, он бы меня завалил. Но мне попался очень добренький дедушка. Возможно, это была причина, почему я прошла, несмотря на свои ошибки. И также, возможно, им понравилось, что я очень много смотрела в зеркала и окно. В Японии, когда вы сдаете тест на вождение, они очень придираются, если вы не посмотрели достаточно много раз в окно и в зеркало, когда вы поворачиваете или меняете линию. И поскольку у меня реально очень мало опыта вождения, я очень нервничаю. И поэтому я много раз смотрела и в зеркала, и в окно. Но, видно, это ему очень понравилось. Он такой так хорошо и аккуратно водила. Я такая: конечно, я аккуратно буду водить, зная, что я плохо вожу. Вот. Поэтому я смогла пройти тест, а значит, что теперь у меня есть водительские права в Японии. Та-да! Вот такие у меня теперь права. Я не ожидала, что я сегодня со 2-го раза смогу пройти, поэтому я приехала даже не накрасившись, и они фотку сделали сразу, поэтому вот такая фоточка будет, ну, ничего страшного. И теперь посмотрим на реакцию Изами на мои права. Когда вы только получили право в Японии, нужно первый год вот такие вот значки клеить на машину. Это значок начинающих водителей. И вот такие вот 2 я куплю. Тадайма! Мажде? Мажде? 一発? まあ、2回目だけど。すごい素晴らしい。おめでとう。 Получение прав в Японии — это тот еще опыт, очень много бюрократии и все довольно муторно, поэтому я рада, что я смогла пройти тест со 2-й попытки, иначе я бы ездила в тот центр, пока я не прошла бы тест на вождение. И судя по рассказу девушки из Китая и Филиппин, у некоторых на пересдачу уходит 5 или даже 7 попыток. Что проще, чем все равно получить в Японии права с нуля, поскольку нужно пойти в школу на 3 месяца и заплатить 300 тысяч йен примерно. И если у вас есть иностранные права, которые действительные, то проще их просто поменять на японские через систему Гаймен Кирикае, как я в этот раз делала. И тест один стоит примерно 2500 йен. Поэтому если вы даже 10 раз завалили тест, это все равно 25 тысяч йен, в 10 раз дешевле, чем курсы по вождению в Японии. И для того, чтобы сменить права, нужно сдать 2 теста. Письменный тест и тест на вождение практический. Письменный тест был довольно простой, там всего лишь 10 вопросов, из них нужно 7 правильно ответить, чтобы пройти. И там были вопросы в основном про знаки японские, поскольку, да, здесь есть немного другие знаки, конечно же. Нужно ли знать японский язык? Желательно.
Письменный тест вы можете выбрать любой язык, можно выбрать и русский, и украинский, и английский язык для сдачи теста, но вот именно тест на вождение, там немного нужен японский. Конечно, если вы совершенно не знаете японский, они могут подстроиться и найти инструктора, кто говорит немножко на английском языке, но желательно знать счет на японском языке, поскольку вам будут говорить, допустим, поверните направо там, где номер 1, или поверните налево там, где номер 25, и так далее. Поэтому, если вы знаете счет на японском языке, а также направо, налево, прямо и, допустим, спасибо, то это уже будет большой плюс. Подробности о том, как получить японские права и как подготовиться к сдаче теста, какой вам нужен японский язык для этого и какие в Японии есть правила дорожного движения и законы, я уже добавила в мой гайд по переезду в Японию, поскольку это довольно полный гайд, там есть вся информация нужная для подготовки к переезду сюда, начиная от того, какие у нас есть виды визы в Японии, какой именно вид визы вам подойдет, какой можно составить план переезда, стоимость на жизнь в Японии, востребованные профессии, как сэкономить на жизни в Японии, как квартиру снять. И теперь там также есть информация, как получить в Японии права. Конечно, можно жить и без прав в Японии, но вне Токио это довольно важная вещь, права, и даже живя в Токио удобно, если вы умеете водить машину здесь. Поэтому весь мой опыт, который я получила благодаря этому незабываемому экспириенсу, теперь еще и в моем гайде есть, и также я перевела некоторую информацию из японских источников, которую я лично изучала для подготовки к тесту, и добавила ее тоже туда. Поэтому, если вам интересен мой гайд к переезду в Японию, ссылка есть в описании этого видео, кликайте. И надеюсь, что вам было интересно сегодняшнее видео и мой незабываемый опыт получения японских прав. Поехали со мной куда-нибудь вместе проедемся. Всем спасибо за просмотр, всем пока!